Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, что войдет в вашу жизнь и останется с вами надолго. Давайте рассмотрим выпавшие карты с позиции именно надежности. Именно того, что не будет таким сиюминутным или, знаете, скоротечным. В нашу сложную эпоху, в наше время перемен, в котором мы с вами проживаем, каждый, наверное, хоть какой-то островок безопасности ищет или пытается каким-то образом обустроить и стабилизировать какой-то свой вопрос или ситуацию. Вот давайте посмотрим. Конечно, мы вначале сделаем с вами сигнификацию, пусть нам карты раскроют, кто вы, кому они сегодня будут готовы раскрыть это самое будущее, что с вами останется на какое-то время. Я не говорю навсегда, потому что такая громкая фраза, наверное, в нашу эпоху перемен, но все же. Итак, что придет в вашу жизнь и останется с вами надолго? Итак, кто вы? Что о вас нам расскажут карты, какому человеку они готовы раскрыть будущее. И вот смотрите, королева кубков – это вы человек, да, вас олицетворение, как бы по первой карте. Для кого-то это будет именно как вы человек семейный. Или это может быть какая-то ваша забота, опека, может быть и о детях, или о родных, близких, о том человеке, кто для вас именно дорог. Может быть, точно так же я могу сказать, что вы обдумываете какую-то ситуацию, вы пока вот в данный момент не готовы действовать, это точно. Потому как есть та составляющая, когда тут как будто нужно пронаблюдать раз, может быть, еще и себя где-то поберечь, или как будто нужно осмотреться. Вот вы сейчас осторожничаете, но вместе с тем настолько добрый человек, нам показан, миролюбивый человек, внутренне очень гармоничный. Может быть, мои дорогие, конкретно карта жадины, да, выпадает четверка пентаклей. У вас сейчас, может быть, и несколько каких-то сложных вопросов, которые могут касаться у кого-то переезда, у кого-то это будет работа или ваше творчество, я такого не исключаю. Но и одновременно вопросы денег заставляют вас как-то правильно рассчитать ваши последующие действия, траекторию, вы не торопитесь. И, может быть, отчасти это даже какая-то история, которая вас научила как раз не бежать словно впереди паровоза, потому как вы-то сами, как я уже сказала, человек миролюбивый. Но, может быть, есть какая-то или была данность, сложилась так в вашей судьбе, когда судьба заставила думать о самой себе или о самом себе. Мои дорогие мужчины, для вас тоже подходит расклад, просто вы перекладываете значения выпавших карт как бы на себя. Ну и рассматриваем, конечно, карты с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Так вот, у мужчин, я знаю, есть такие на моем канале, которые сами воспитывают деток, которые сами и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и вот эти вот вам тоже свойственны, хоть у нас и выпадает королева, может быть, это вот именно ваша забота о ком-то, может быть, и забота о родителях, я такого тоже не исключаю. Или вы сейчас и свои какие-то предпочтения хотите, это точно, продвинуть, или вы хотите о себе как будто не забыть. Но, может быть, это вас судьба подводит к тому итогу, что вот именно теперь, хочешь ты или нет, даже при всем добром отношении к кому-либо, при вашей такой лояльности, при вашей чувствительности, безусловно. Так вот складывается у вас обстановка, что вам сейчас что-то нужно как профильтровать. Что я имею в виду? Часть ваших обязанностей или часть того, на что вы согласились, может быть, ранее. Или вы предполагаете, что люди, которые вас окружают, они и раньше, может быть, к вам обращались как к человеку ресурсному. Или, мои дорогие, скорее всего, к вам обращались как к человеку безотказному. Вы можете себе сказать «нет», а вот людям как будто вы не могли сказать «нет». Или прежде вы могли для себя, знаете, обдумывать ситуацию, ну вот если я помогу, да, даже при том, при всем, что я как будто остаюсь, ну, с каким-то минимумом ресурсов. Но вы настолько, опять же, сами ресурсны, что вы умеете преодолевать какие-то сложности.
Причем у вас это получается намного лучше, чем у всех остальных. И вас именно видят как уникального человека, которому можно всегда и поплакаться в жилетку, которому можно что-то рассказать, и он искренне способен радоваться. Он как будто не будет завидовать, он будет именно восхищаться, кого-то поддерживать. Ну вот очень добрейшей души человек у нас, правда, тут показан. Но в вашей жизни именно сейчас, почему, может быть, вы смотрите, открыли это видео, есть какой-то приоритет, когда вы понимаете, ну нет, вот наступает время, и я не могу действовать так, как прежде. И у вас колесо фортуны. Вы можете обладать шикарной интуицией. И вы можете чувствовать, что у вас буквально, вы пока можете и не видеть этого, кстати. Вот этот факт может быть скрыт от вас. Все же у вас два старших аркана. А это всегда внешние события. Тут буквально мир. И у кого-то это совпадет, может быть, даже как переезд куда-то очень далеко. Может быть, это ваш план, о котором вы особо не распространяетесь. И никто об этом не знает. А что говорить, да? Тут нам такой человек показан, который... Ему никто не придет на помощь. Тут самому себе приходится помогать. Может быть, это вы себе, ну, где-то такие настройки меняете, говорите, что будь готова или будь готов, что в любой момент что-то может измениться. И вы можете это как и предчувствовать, еще не вполне понимая, что же конкретно или что же будет вот-вот меняться. Возможно, вы сейчас несколько настороже. Это, знаете, вот как замереть на какой-то момент перед каким-то рывком или словно прыжком. Но я так аллегорически говорю. Потому что есть предчувствие, а всегда интуиция по королеве кубков работает превосходно, что вот-вот что-то вокруг вас в обстановке будет меняться. Возможно, это и будет связано где-то с близкими, точно. Или с конкретным человеком, с которым была, может быть, и дружба. У кого-то была любовь. Были какие-то взаимоотношения, очень долгие. Но вот теперь эти взаимоотношения словно стоят на выборе. Этот выбор делаете вы сами. Может быть, смотрите, еще один старший аркан. Я могу даже допустить, что тут сложная история у кого-то будет взаимоотношений. Именно с тем человеком, который мог каким-то образом прекратить раньше отношения. Или человек мог оказаться, тут может быть кто угодно, в таких, может быть, стесненных условиях. Или при таких обстоятельствах, когда он с вами не мог продолжать общение. Может быть, все же тут по-разному может быть. Это как и сам человек за счет своего решения или осознанного выбора мог отказаться. Но это могла быть еще какая-то ситуация, которая именно внешнее событие складывала так, что у человека не было возможности. И вы об этом не знали. Очень интересно. Тут какая-то интрига, мои дорогие. Это точно. Что еще о вас скажут? И вот теперь как будто возобновление. Но вы за это время вы и сами многое пережили, многое переосмыслили. И вот, видимо, вы сейчас находитесь на той развилке судьбы, когда вы спрашиваете у самого себя или у самой себя, нужно ли мне вообще каким-то направлением заниматься. Смогу ли я осуществить свою буквально мечту? И если я буду продолжать действовать, как и прежде, может быть и так. Возможно, кому-то из вас поступило какое-то предложение, а вы, оглядываясь назад, опираясь на собственный опыт, ну, все-таки я не могу сказать, что вы кому-то на 100% верите. Потому что, возможно, длительное ожидание у кого-то. Или когда ваш адрес как-то было все-таки 13-й аркан, он нам может говорить, что как что-то прекратилось. Отношения, контакты прекратились. Может быть, это у кого-то даже ситуация по работе, она тоже прекратилась. Но вот тут я вижу какое-то дежавю, мои дорогие. Причем это так сложились, может быть, обстоятельства в жизни у конкретного человека, а может быть, для кого-то работа, значит, тоже могли на работе, может быть, на какой-то бывшей вашей сложиться какие-то конфигурации, да, перемен именно, когда вас могли вспомнить. Но явно было, либо была разлука, либо было расставание, либо была, ну, какая-то пауза. Пауза, опять же, в отношениях, либо это будет вашего, у кого-то касаться творчества. Может быть, кто-то хочет возобновить какой-то свой проект творческий, вот, кстати, который вам может принести и популярность, между прочим.
мир. Тут как будто для вас сейчас нет ничего невозможного. Я бы сказала, единственное, на чем больше акцентирует тогда карта, финансовая составляющая. Она каким-то образом оказывает влияние на вас. Но вот то, что вы хотите осуществить, пожалуйста. Но от ваших последующих шагов и какого-то очень правильного выбора. Не получится, знаете, как идти в 7 сторон света. Не получится всем быть хорошим. Не получится всем откликнуться, но это значит тогда как минимум себе отказать. И вот вы стоите на пороге такого серьезного выбора. За что же мне, может быть, ухватиться? Кому я могу доверять? Вот именно, наверное, больше через доверие. И, может быть, поэтому вы открыли видео, и вам интересно, так а что же со мной? Останется, если не навсегда, то как минимум надолго. Но вот такой у нас расклад, такая у нас сигнификация. И если это откликается вашей душе, мы идем дальше. И будем узнавать, что же войдет в вашу жизнь и останется не на пару дней, а именно надолго. Чем вы, возможно, будете заниматься? Или что для вас будет означать какой-то базис, фундамент, то, в чем вы не будете сомневаться. С чем это приходит? Может быть, через какую сферу жизни? Итак, что войдет в вашу жизнь? Может быть, совсем скоро. Какая-то новость. Конкретная новость, которая тоже может быть связана с деньгами. Эта новость может быть связана именно с тем, что вам, опять же, вот смотрите, карты живут своей жизнью, что какое-то дежавю или какая-то знакомая история. Это могут быть просьбы, которые направлены к вам, поддержки кого-то, может быть, этой поддержки детей или кого-то из ваших близких, или какого-то проекта, но я могу тут точно так же сказать. Вы, опять же, уже как будто этого за спиной, да, у вас. Вот этот опыт, когда вы себя через помощь кому-то, это точно. Через, может быть, даже, знаете, как тут могло быть? Опыт ваш в том заключается, что вы быстро на что-то соглашаетесь. Потому что пажи – это вестники. И вот как будто вы согласились, а потом сами свою жизнь ставили на паузу. Это то, что у вас за спиной. Как будто вот именно эта составляющая, когда себе в ущерб, а кому-то во благо. Вы что-то долгое время предпринимали, делали, может быть, даже из лучших побуждений. Но тогда, что войдет в вашу жизнь совсем скоро. А тем не менее, вот это перед вами уже, не за спиной. Карта радости, карта счастья. Более того, это у нас сегодня колода Чармаркетти, и он прорисовал 2 рыбы золотые. Рыбы – это олицетворение, как и поездок, переезда, когда просто какое-то путешествие, но еще и богатый улов. Финансовая составляющая у вас как будто будет вас радовать и идет в прогрессии для вас. Но вот лучезарная дельта, глаз, вам как будто говорит: нет, ты не можешь жить одним моментом. Или ты не можешь жить, как прежде, постоянно выкручиваясь из какой-то ситуации, когда ты как будто себя отдал или отдала без остатка, а сама осталась ни с чем. Здесь нужно быть более прозорливым и внимательным, потому что тебе идет какая-то возможность, но это одновременно как экзамен судьбы. Как ты сейчас поступишь? Тебе как будто дает высшие силы, дает ресурсность, но у тебя будет сложный выбор, который тебе будет именно сложно сделать, именно потому, что, может быть, вам в какой-то такой дипломатичной форме кому-то придется отказать. 5 мечей, вы не хотите скандалов, но и правда, никто не хочет, понятно. Но вы, скорее всего, подразумеваете, если я скажу кому-то нет, но какой-то спор явно состоится. Может быть, уже и даже прежний какой-то опыт, когда вы завершили какую-то конфронтацию, да, или как будто дистанцировались от какого-то человека. И я не исключаю, что совсем скоро человек будет пытаться, вот это действительно как экзамен жизни, пытаться входить в вашу жизнь как бы повторно. Это, я должна сказать, и тоже как закон кармы может работать одновременно и для вас, и для него. Здесь есть явно какая-то персона, с которой, вы знаете, как он для вас или она, это как учитель, но и вы-то тоже. Вы как зеркалите друг друга. Тут какая-то история, которая должна пойти в каком-то более правильном русле. Когда не будет, знаете, игры в одни ворота. Когда одному
ну, всегда больше бонусов, а второй все время проигравший. В этом, наверное, и заключается карма. И, может быть, не создать вам совсем скоро, что идет в вашу жизнь, важный какой-то разговор, может быть, с глазу на глаз, или вам предстоит откровенный разговор. Вы можете не быть вдохновлены этим разговором, кстати. Вы можете быть очень настороже, будьте к этому готовы. Вы можете даже чувствовать, мной пытаются манипулировать. Но вот эту карму мы с вами не отменим. Причина и следствие. У вас есть еще какая-то задача или нерешенный вопрос, который вы должны как закрыть. Все расставить по местам. И пока мы этот итог не подведем, нам как будто судьба может заново, снова и снова какие-то похожие сценарии преподносить. А вот вам нужно как будто раз и навсегда решить какой-то вопрос и проблему, и не сделать при этом такую конфигурацию для самих себя, когда кому-то во благо, и, кстати, даже сколько не делай во благо, по этому сочетанию, ну, все равно, как бы, понимаете, человек может остаться или в зависти, или будет думать, что вам все легче дается, или как-то вы, как феникс, возрождаетесь из этого пепла, или из какой-то ситуации сложной, умеете выкручиваться, а ему, бедному, все мало, ему все плохо. Вот такой момент. Он тоже проходит этот экзамен жизни. Но все же, идем вперед. Нам уже сказали, что да, какая-то прежняя история, которая у вас так или иначе в новой конфигурации, вот буквально в вашей жизни совсем скоро. Что войдет в вашу жизнь? Тем не менее, король Пентаклей. Это надежные люди. Да, поэтому человеку не скажешь, что это вдохновитель какой-то. Нет, это больше о консерватизме. Но, может быть, есть конкретная персона, которая для вас готова определенные шаги совершить. Но, может быть, и что войдет в вашу жизнь. Здесь может быть контакт с человеком, когда, я такого тоже не исключаю, человек, он вот как раз и готов, что ли. Это могут быть разные, кстати, ситуации. Потому что здесь больше нам именно о том, что, с чем вы столкнетесь. Но также в вашу жизнь, тут уже пошли персональные карты двора, и поэтому тут могут быть именно персоны, которые входят в вашу жизнь. Да, я не исключаю, у них есть свой интерес, но и вас может этот человек воспринимать именно как вы можете от чего-то отказаться. Вас может видеть вашу ресурсность, но в то же время это может быть, скорее всего, два вроде бы разных человека, которые думают по-разному. Но, может быть, и человек видит продолжение с вами взаимодействия, потому что либо у него есть конкретный интерес, может быть, и материальный, мои дорогие, а может быть, это будет касаться именно желания быть с вами. Вот я такого не исключаю. Все же пара. Да, разные. Королева мечей и король пентаклей. А все же. Выбор поэтому у вас и будет. Вот что идет в вашу жизнь. Действительно какой-то очень сложный выбор. И в этой колоде карт именно больше о человеческом выборе. Влюбленные. Нам говорит о том, что какой-то человек, ну, будет в вашей жизни все-таки присутствовать долгое время. И, может быть, несмотря на то, что контакты с ним так затруднены, да, или как-то каждый немножко на своей волне, а все равно, видимо, по судьбе вам придется вместе пройти какую-то траекторию, что войдет в вашу жизнь. И, мои дорогие девочки, например, это может быть даже мужчина, правда, который испытывает к вам, ну, страстную любовь. Я такое не исключаю, но я могу точно так же сказать, и вас мужчина видит ресурсного человека, мои дорогие мужчины. Это именно с вашей стороны может быть интерес к какому-то человеку. Именно к женщине я больше вижу. Я, конечно, не исключаю, не обязательно это касается любви, а может быть это взаимодействие с конкретной персоной, когда именно присутствует ваш интерес. Но здесь так. Здесь не хочется себе навредить. Здесь, может быть, и аналитика присутствует у человека, что когда-то я допустила оплошность или допустил, когда-то позволила себя уговорить или позволил, а вот теперь я настороже. Сейчас я не дам себя обмануть, или я сейчас не соглашусь на что-то, что для меня, да, будет означать разочарование.
Но вот в чем задача, что спешит в вашу жизнь? В вашу жизнь все равно спешит какой-то человек или через договоренности, или через сложный разговор, какие-то контакты, когда очень вот сложно эти параллели проводить. С одной стороны, и с вашей позиции может быть неверие, или вы можете ощущать, что да, человек сам по себе надежный, но может быть какая-то прежняя история, она не сложилась легко и просто, и все равно там был элемент либо обмана, либо недосказанности. Был элемент, может быть, предательства, разочарования. Была явно какая-то сложная история. И вы можете предполагать, что человек уже не поверит. Вот аркан сила, карта критического мышления. Как будто по тому, что сложилось прежде, уже противоположно сделал человеку выводы. Вы это тоже сделали вывод, но как-то договариваться сложновато, потому что прежняя история, она, ну, не располагает к какому-то полному доверию. Вот мне хочется сказать именно так. Но нам пока карты не сказали, что же там в вашу жизнь. Ну, сказали, что войдет. Конкретный человек войдет, мои дорогие. Точно. Но нам не сказали, что с вами останется надолго. Вот давайте мы и узнаем. Так а что же останется с вами надолго? Что какое-то время будет продолжено? Выбор будет продолжен, и он, видимо, будет касаться, вы знаете, не чего-то совершенно нового. Ну, наверное, вот этот жизненный экзамен, когда вы будете слышать разную информацию. Вы ее будете примерять на себя, и энергии, по крайней мере, надолго у вас останутся такие, когда вы кому-то не верите. Не хочется, чтобы кто-то нас как использовал. Не хочется, чтобы нас использовали, может быть, даже в качестве близких людей, да, а было больше взаимопонимания, было больше доброты в ваш адрес, чтобы в ваш адрес было больше чувств, сочувствия, сострадания. Тут и так может быть, а не просто вас как робота или ресурсного человека воспринимали, а понимали, что и вы устаете, о том, что вы словно выдохлись. Может быть, вот, кстати, так. Вы ждете, и причем ждете, по крайней мере, надолго, что для кого-то, каких-то очень важных людей в вашей жизни, ну, произойдет своего рода прозрение. Что еще войдет в вашу жизнь надолго? Вы знаете, праздник после победы. Судя по всему, все же изменится у некоторых людей в отношении вас полностью представление о вас как о личности, о вас как о человеке. Но вот что я должна сказать, вы не верите. Вот почему-то у вас, несмотря на то, что вы очень чувствительный, вы добрый человек, скорее всего, вы прошли какую-то, ну, такую жесткую школу жизни, что глубоко в душе, вот даже у кого-то совпадет, я близким не верю. Либо мною пытаются манипулировать, либо все равно, может быть, были какие-то ситуации такие жизненные, когда вы поняли, ну, или, по крайней мере, задумались, да, что, ну, мне все правды не сказали. Со мной тоже какую-то игру вели. Вы это не можете забыть. Вот эти мысли, они с вами будут, ну, где-то путешествовать по жизни какое-то продолжительное время. Просто будьте к этому готовы. Тем не менее, карта-то ведь выпадает очень шикарная, как десятка кубков. Здесь уже будет тот человек, который готов с вами строить дальнейшие отношения, который, да, вас видит как и ресурсность, но так и видит вас для себя надежность, но и он хочет, может быть, построить, точнее, совместный дом или какой-то союз, да, когда будет больше порядка в жизни и у вас, и у него. Но, видимо, так все сложно было нам, вот действительно, показывали карты, да, сейчас на человека буквально карма влияет, и он, может быть, возвращается. Или это, знаете, как по судьбе. Какие-то отношения мы не можем это как перепрыгнуть. Нам нужно это проживать еще какое-то время. Как будет развиваться ситуация, хочется спросить. Как для вас будет развиваться ситуация, будет развиваться событие. Ну, медленно, но верно. Для кого-то из вас будет перемежаться, да? Здесь может быть человек, который вдруг, может быть, даже так, поднимет, ну, как на поверхность некоторые вопросы, которые касаются финансов.
и вам придется по финансам принимать важные решения. Более того, на ваши финансы будут влиять некоторые ситуации, которые извне. В конечном итоге ведь, да, если вы не верите, и, может быть, у вас сложилась так жизнь, что вам, мы об этом говорили, да, и вот как за спиной, вы помогаете, а себя как будто вгоняете, но если не в минус, то в какой-то ноль. Когда вам нужно опять как будто начинать все время все заново. Поэтому для вас в ближайшее время будут важны именно финансовые какие-то вопросы. Или так могут сложиться обстоятельства, может быть, в ближайшее время, в ближайшие недели. И тогда вам, скорее всего, придется что-то просчитывать. Возможно, следом за вот какой-то вашей новой стратегией, хочется сказать, именно финансовой, она когда полнится новостями и неожиданностями какими-то, будьте готовы к этому. Как тут что тут будет развиваться? Посмотрите, три рыцаря. Рыцарь – это всегда действие, активность. И эта активность в отношении вас, но и ваша собственная активность, когда вот эти, если возможности приходят, или пусть неожиданные какие-то новости. Вы не можете, даже если это не вы хотели этого, ждали или инициировали, как я говорю, но, а вот проделать какую-то работу или принять решение вам как будто будет совершенно необходимо. Много активности вас ждет, много каких-то действий. Да, тут действительно будет выбор, и тут будет очень, вы стоите на пороге сложного выбора, от которого будет зависеть сразу. И то, что вы чувствуете, вот этот туз кубков, ну точно так же и туз пентаклей нам будет говорить, и эмоциональная составляющая, и финансовая составляющая. И значит, для вас три рыцаря – это как три новости, три активности. Может быть, это то, что вы и в средствах информации слышите, то, что исходит от конкретных людей. Здесь, знаете, как три дороги, как минимум, будут для вас, или три каких-то интереса сходиться в одной точке. И это будет символизировать какой-то шанс. Может быть, опять же, важный разговор или получение какого-то важного документа. И документ, может быть, кому-то придется именно куда-то поехать. Возможно, это будет связано именно с обстановкой вокруг или с теми событиями, новостями, которые вы получите. Для кого-то это будет просто сама подготовка какой-то поездки или какой-то очень важной встречи. С чем это связано? И она может быть связана именно с конкретным человеком. Король кубков – это, ну опять же, у вас много, достаточно много карт персональных, да, именно двора. Значит, много людей, не только много у вас в ближайшее время будет новостной вот этой палитры или от вас зависящих каких-то действий. То есть не просто мы сидим и слушаем, а тут что-то и предпринимать придется. Но у нас все-таки пара выпадает. Где-то карты нам говорят, что да, тут именно с конкретным человеком, как мы с вами говорили, будет продолжено общение, сотрудничество. Более того, вы будете участвовать в построении планов на будущее. Может быть, это вам придется свои планы где-то корректировать, будьте тоже к этому готовы. Интересно. Давайте наш главный вопрос. Хорошо. То есть нам карты сказали, что какая-то активность от вас, приготовьтесь к ней, по крайней мере. Может быть, это произойдет у кого-то в ближайшие дни, а у кого-то, может быть, и в ближайшие недели. Так что же с вами останется надолго? Что останется с вами надолго? Но вот пока что-то останется, 20-й старший аркан говорит, тебе нужно подвести некоторые итоги. Мы уже об этом с вами говорили. Или тебе нужно на что-то решиться. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Но, может быть, это и связано с тем выбором, который вам, ну, как-то неоднозначно трудно сделать. Что с вами останется надолго? И еще раз нам повторяют, вот, кстати, в колоде Таро, как и кубковые карты, да, тут у вас выпал король, не очень хорошо видно, ну так разложила, ладно. Как у вас выпадает, смотрите, король кубков и королева кубков. Точно так же мы можем с вами говорить, выпадает королева пентаклей и король пентаклей. Может быть, это раньше на уровне чувств или более что-то такое, знаете, как эмоциональные отношения. А теперь это те отношения, которые переходят в сферу уже договоренности, переходят в сферу оформления, может быть, даже отношений. У кого-то из вас это может проиграться именно через предложение,
конкретного человека. Ну пусть даже это будет в лице руководителя организации или что-то вы такое услышите для вас важное, что тоже, тем не менее, нужно перевести, может быть, в ранг материального какого-то документа или подписание юридического договора какого-то. Вот я такое допускаю, потому что материальные карты, они всегда символизируют не просто так что-то на словах, а то, что это конкретно у нас на деле. Что с вами останется надолго. Я должна сказать, что у вас действительно выравнивается какая-то ситуация по части вашего благополучия, финансовых решений, но это для вас совершенно новый жизненный этап. Вот, может быть, поэтому так вот у нас несколько путано, да, так и карты не раскрывали, что же останется с вами надолго. А потому что это что-то новое, нулевой аркан. Но это пока даже как будто, ну, описать словами невозможно. Но, тем не менее, давайте попробуем. Достанем несколько карт. Так а что же это такое новое, что войдет в вашу жизнь и надолго? Финансовый успех. Или решение каких-то финансовых вопросов. Правда, для кого-то из вас это будет означать поворотный момент в вашей судьбе. И кто-то, кстати, по нулевому аркану тоже идут переезды. Путешествия идут. Идут, знаете, как смена планов, смена приоритетов. По этой карте идет жизненная активность. По этой карте идет оптимизм, безусловно. Шут — это всегда про оптимизм. И как новый жизненный цикл. Очень символично, потому что старый заканчивается. Карта страшного суда. Ну тут вот что останется с вами надолго? Да, выбор, может быть, вам и придется делать. Может быть, кому-то переезд осуществлять. Или выбор, да, может быть, как выход из какой-то ситуации сложной. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Иногда эта карта сложное решение, Соломоново решение. Какой-то компромисс означает. Может быть, компромисс с самим собой. Может быть, компромисс именно потому, что как будто наступает время идти дальше. А внешние ситуации, они, понятно, могут быть самыми разными. И, может быть, это вы что-то будете и просчитывать, и обдумывать, и изучать еще дополнительно. Как будто просчитывать именно свою траекторию, с чем я останусь. Или какие передо мной перспективы откроются, а что я могу потерять. Какие будут плюсы, какие будут минусы. Но как будто плюсов больше. У кого-то из вас именно из-за денег ситуация. Или вопросы недвижимости. По десятке пентаклей такое бывает. У кого-то именно по вопросам и работы, и по вопросам личной жизни. Тут как будто вот именно материализм, мои дорогие, соединяется. Это как в квадрате. Может быть, и поэтому у нас выпадает в конечном итоге, как дополняет. Вот раньше эта пара была, когда я говорила, люди разные, но они-то вот вместе, да. Вроде бы пусть каждый думает по-своему, но, тем не менее, карты выпадают очень близко. И вот, видимо, пока какая-то история не разовьется как должно, или пока вы какую-то траекторию не пройдете, то вот не будет стабилизирован какой-то процесс, который связан с личной жизнью, с зарабатыванием денег. Может быть, жилищная история. У вас, посмотрите, у вас как будто может совсем скоро, но я не могу сказать одним махом, но, может быть, это и будет какое-то ваше важное решение. Или когда вот эти три события, три новости, как соединяются. И это своего рода, как у нас открываются глаза на обстоятельства или на то, что происходит вокруг. Но это и побудительный мотив для того, чтобы вот то, что войдет новое, как ни странно, оно для вас, мои дорогие, и будет означать надежность, фундамент, а может быть и надежного человека. Когда вот эта карта выздоровления, избавления от боли, от страданий, она, может быть, и проиграется наиболее полно, и ведь карта говорит, не оглядывайся назад. Тебе отсюда полный вперед. Но с учетом карты нулевого аркана и восьмерки кубков, да, это что-то новое. Хотя я допускаю, это будет где-то с подсмыслом то, что как человек знаком. Или вы чем-то занимались, потому что все же две карты, которые пентакливые говорить, могут как и об опыте, так и о людях, которые были знакомы какое-то время до этого. Но, видимо, вот выстроить такую надежную
семью, надежную траекторию, надежные отношения, может быть, ваше творчество, работу, да, или вашу карьеру. Пусть тут не важно, с чем это связано, но фундамент определенно вы сумеете выстроить или обрести. То, что с вами останется на долгое время. Кто знает, может быть, с учетом планетарных транзитов, это и будет где-то лет на 7. А сама по себе конфигурация вот каких-то событий у вас с учетом Сатурна, я делаю расклад в 2026 году, она у вас может продолжаться, какая-то история, вплоть до конца года. Вот я этого не исключаю. Но все идет к завершению, стремится. Но есть и факторы, на которые вы, видимо, не влияете. Но, видимо, вот это Соломоново решение тоже отчасти вам помогает обрести стабильность, надежность, свой якорь. Перекладывайте на себя, пусть эти добрые энергии действительно войдут в вашу жизнь. Хотя, знаете, тут может быть ведь очень сложная ситуация для кого-то, когда да вообще сложно даже распознать, различить. Поэтому философски относимся к нашему раскладу. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии и такие искренне описываете свои жизненные истории. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.